На похоронах десятилетней девочки, погибшей при таинственных обстоятельствах, случилось невообразимое. Ее отец, Генри Бэрроу, в самый торжественный момент вырвался из оцепенения и, шокируя всех присутствующих, схватил тело дочери прямо из гроба. Он побежал сквозь старое кладбище, не оборачиваясь на крики и попытки остановить его. Через несколько часов его нашли в полуразрушенном домике сторожа, прижавшего к себе бледное детское тело, словно желая согреть его своей болью. История началась за много месяцев до этого дня, когда семья Бэрроу, Генри, его жена Лора и их единственная дочь Кэтрин переехала в тихий городок Элмридж. Они выбрали этот уголок в поисках покоя и свежего начала после напряженных лет жизни в шумном мегаполисе. Новый дом стоял на окраине, среди высоких сосен и узких тропинок, покрытых хвойным ковром. Вокруг ни единой души. Только редкие машины на трассе и пение птиц. Генри устроился работать в местную типографию. Он быстро завоевал уважение коллег благодаря своей аккуратности и вдумчивости. Лора, ранее мечтавшая о тихой семейной жизни, первые недели казалась счастливой. Она занималась домом, готовила, высаживала цветы вдоль дорожки и много времени проводила с Кэтрин. Девочка сразу полюбила новое место. Ей нравилось гулять по лесу, собирать листья, а по вечерам смотреть старые фильмы с отцом. Связь между Генри и дочерью была необыкновенной. Они понимали друг друга без слов. Каждый вечер он читал ей вслух, от сказок до классики. Он делал голоса персонажей, подражал интонациям, и Кэтрин смеялась до слез. У них были свои ритуалы: какао перед сном, воскресные завтраки с блинами и вечерние прогулки, где они обсуждали все на свете. Для Генри не существовало большего счастья, чем видеть сияние в глазах дочери. Но Лора становилась все более отстраненной. Сначала она жаловалась на усталость, потом говорила, что ей не хватает общения, и начала посещать соседку по имени Нина. Это казалось безобидным, но со временем ее отсутствие стало заметным. Она могла исчезнуть на полдня, иногда возвращалась поздно ночью. Ее глаза были потухшими, голос раздражительным. Кэтрин часто спрашивала, почему мама грустная, и Генри лишь гладил ее по голове, не находя ответа. Подозрения стали мучить его. Он не хотел верить в худшее, но однажды решился установить приложение на телефон Лоры. То, что он увидел, поразило его. Она регулярно бывала в старом доме на краю города, заброшенном особняке, о котором ходили недобрые слухи. Генри не выдержал и поехал туда сам. Он подкрался к окну и заглянул внутрь. Там была Лора, в компании незнакомых людей. Комната была пропитана дымом, на столах валялись ампулы, порошки, шприцы. Лора смеялась, ее движения были нервными, а лицо искажено странной эйфорией. Генри почувствовал, как земля ушла из-под ног. Он не стал устраивать сцен. Он вернулся домой, но все внутри него рушилось. С этого момента Кэтрин начала жаловаться на головные боли и усталость. Генри списывал это на стресс. Но однажды он вернулся домой и нашел ее лежащей на полу, бледной, с помутневшим взглядом. Лора оправдывалась. Может, отравилась чем-то в школе. Но спустя сутки стало ясно — девочка впала в кому. Врачи не смогли установить точную причину. Они только развели руками. Организм отреагировал на неизвестное вещество, и через 2 дня официальный диагноз — смерть. Генри не мог поверить. Он стоял у кровати дочери, держа ее за руку, и ждал, что она зашевелится. Что откроет глаза, что позовет его привычным «папа». Но этого не случилось. Похороны были назначены на субботу. День был пасмурным, небо свинцовым, кладбище встретило их тяжелым запахом влажной земли и звоном капель по крышке гроба. И вот самый неожиданный момент.
Когда священник произносил последние слова, Генри бросился к гробу. Сбил с ног нескольких человек, разорвал веревки, которыми гроб уже опускали, и, вытащив крышку, схватил тело Кэтрин. Он побежал прочь. Люди кричали, пытались остановить, но никто не осмелился встать у него на пути. Он скрылся в старом домике сторожа. Там, на полу, он прижал дочь к себе. Слезы текли по его лицу. Он повторял: «Проснись, папа здесь». Он почти не верил в чудо. Но через несколько минут Кэтрин вздохнула. Ее губы дрогнули. «Папа», — прошептала она. Генри позвонил в полицию. Приехали быстро. Девочку немедленно госпитализировали. Врачи подтвердили, это был не яд, а препарат, замедляющий функции организма. Очень опасный, но обратимый при своевременной помощи. Лору арестовали. Она рассказала все, как связалась с наркодилерами, как взяла долг, как угрожали Кэтрин, как заставили дать ей препарат, чтобы шантажировать ее дальше. Преступников задержали. Генри и Кэтрин после выписки поместили в программу защиты свидетелей. Им сменили имена, город и даже биографии. Теперь они — Гарри и Клара Бертон. Живут в крохотном домике у озера. Начали все с нуля. Лора, оправившись после лечения, стала волонтером в Центре помощи зависимым. Гарри не забыл, что она мать Кэтрин, и дал ей второй шанс. Хотя доверие пришлось восстанавливать с нуля. Клара теперь уже не такая беззаботная девочка, какой была раньше. В ее глазах иногда мелькает тень, отголосок пережитого, и ее ночные сны стали более беспокойными. Она часто просыпается среди ночи и тихо зовет отца. Гарри всегда приходит, садится рядом, берет ее за руку и остается с ней, пока ее дыхание не станет ровным. Каждый вечер перед сном Клара просит: «Прочитай мне сказку». Это стало их спасением, их якорем в новом мире. Гарри, несмотря на усталость, открывает книгу и начинает читать. Он снова изображает героев разными голосами — смешными, грозными, волшебными. Иногда Клара смеется до слез, иногда замирает, вживаясь в каждую историю, а иногда просто закрывает глаза и слушает, пока голос отца окутывает ее как одеяло. В эти моменты Гарри знает, его мир не разрушен окончательно. Он восстановлен, пусть в другом месте и под чужим именем. Но главное, что его дочь жива и улыбается. Ради этого стоило все пережить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.